Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Семьина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня очень необычное видео, потому что сегодня у меня берут интервью. Мои студенты из Нидерландов, Алекс и Беньямин, подготовили вопросы, и я даже не знаю, что это за вопросы, поэтому давайте приступим. Беньямин, тебе микрофон, и задавай мне вопросы. Я готова. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Мы вчера были в музее «История политика Ага. России». И для этого у меня первый вопрос. Если ваши родители говорят о время Советского Союза, Мгм. ты думаешь, они были более или меньше счастливы, чем время? Сейчас. Да, чем сейчас. Ну, для меня это трудный вопрос, на самом деле, потому что я думаю, что я мало знаю о том времени, и они не так много мне об этом говорят. У меня нету каких-то четких воспоминаний о том, чтобы мама или папа говорили о Советском Союзе с восторженными какими-то, да, восторженными словами, или наоборот, о чем-то плохом. Мне кажется, что они говорят больше о хорошем, когда говорят про Советский Союз, чем о чем-то плохом. То есть всегда первая ассоциация приходит в голову, что да, вот тогда было лучше, вот тогда были цены ниже, или какие-то вещи были более доступны. Первое, что мне приходит в голову, это когда мама здесь училась в Ленинграде, в институте, и летала домой в Архангельск, она это делала часто, и она летала каждый месяц, да, и мне кажется, что это сейчас недоступно для меня. Это вот такое первое, что мне приходит в голову. А так, в плане, например, путешествий, что для меня важно, например, да, я не знаю, родителям нужно было это, хотелось ли им видеть мир, и могли ли они это делать. Как я понимаю, видимо, не очень это было доступно и возможно именно путешествовать в другие страны. Но, как вот я помню, папа всегда говорит: ой, вот тогда стоило столько. То есть, как это было намного дешевле и как это было доступно. Или мама тоже говорит: ой, ну вот сейчас это совсем недоступно, там, связано с жильем или еще какими-то вещами. Ну, то есть, я считаю, что если говорить о счастье, то все-таки, скорее всего, у моих родителей нету связи между тем, какая это страна, и счастливы они или нет. Поэтому я думаю, что важно понимать, что счастье это не должно очень сильно зависеть от того, как называется страна и какой политический строй внутри страны. Все равно нужно стараться искать это счастье внутри себя. Вот. Хорошо, спасибо. Второй вопрос будет, чтобы ты вчера нас сказал. Что твоя любимая русская пословица или поговорка? Так, пословиц. У меня очень много любимых пословиц и поговорок. Да. Одна из моих любимых это «глаза боятся, руки делают». Что это значит? Что это значит? Это значит то, что если мы видим перед собой какую-то задачу, и нам кажется, что это трудно осуществить, то есть глаза боятся, потому что мы только смотрим на это. Но когда мы начинаем делать, то есть руки уже начинают делать это, оказывается, что не так это и трудно, как нам казалось в начале. Да. И смысл этой пословицы понятно, да, в чем? Да. Что хоть глаза и боятся, рукам нужно все равно начать делать, и будет все нормально. И все это можно осуществить. А у вас есть такая пословица в голландском языке? Нет, Нет такой? нет, наверное, нет. Да. Вы считаете, что русским отцам надо дать более отпуск, когда своих ребенок родился, как, например, в Швеции, где дают отцам и матерям несколько месяцев? То есть в Швеции, просто я не знаю, в Швеции дают отпуск и отцу, и матери, когда рождается ребенок. Да, точно. Ну, это интересный вопрос. Я думаю, это было бы неплохо.
То есть вопрос о том, что не только мать получает, да, отпуск на работе, мы называем это декрет, декретный отпуск, да, но и чтобы отец тоже получил этот отпуск. Да. Я думаю, это неплохая идея. Я думаю, это вполне разумно было бы сделать так. Может быть, не одинаково длинный отпуск, но на первый, например, месяц после рождения ребенка, я думаю, матери точно нужна поддержка мужа. Почему нет? А как это в Нидерландах? Тоже так? Или это только в Швеции, что отцу дают отпуск после рождения ребенка? Ну, сейчас в Голландии для отцам только несколько дня дают. А говорят, что, может быть, это будет больше. И поэтому мне интересно, как это. Да, поняла. Ну да, у нас это такого нет, поэтому хотя бы месяц, я думаю, было бы неплохо. Хорошо, спасибо. И сейчас вопрос из Алекс будет. Ага, вопрос от Алекса, хорошо. Что, по вашему мнению, значит русскую культуру и каким образом различается она от западной? Интересный вопрос. Русская культура и чем отличается от западной? Я думаю, что если брать культуру в общем, и мы берем произведения искусства, мы берем танцы, театры, литературу, все вместе, правильно? Сложный вопрос. Я думаю, что, как мне кажется, русская культура показывает больше душу человека, но я могу ошибаться, потому что я не эксперт, например, и в западной культуре, да и не эксперт и в русской культуре. Мне кажется, что в русской культуре показана человеческая душа и ее переживания гораздо глубже, чем в западной культуре. Это мое мнение. Я думаю так. Все. Еще вопрос? Говорят, дворе трава всегда зеленее. В какой из посетившихся тобой стран хотелось бы вам жить? Пословица, да? Трава зеленее на другом дворе, да? Угу. Мне понравилось в Италии, но я не знаю, хотела бы я там жить, потому что быть туристом и жить — это же совсем разные вещи, и я абсолютно не знаю никакой системы, связанной с налогами, какая-то бюрократия, я ничего этого не знаю. Я подозреваю, что там тоже есть свои сложности, и когда я восхищаюсь красотой или климатом даже, да, я абсолютно не имею представления о том, какая настоящая жизнь обычного человека, поэтому на первый взгляд, да, это, возможно, Италия. А так, я мало где была еще, чтобы прямо вот так вот выбрать. Из того, что была, да, это сейчас, мне кажется, самое близкое — это Италия. Первый вопрос от тебя? Да. Да, значит, если вы бы могли путешествовать в космическом корабле в колонию Марса без обратного пути, Так. вы бы это сделали? Конечно же нет. Нет? Конечно нет. Почему нет? В смысле, без обратного билета? Да. Чтобы туда улететь и остаться? Да. И что я там буду делать? А вы же говорили, тебе нравится путешествовать. Ну, не настолько. Нет, все-таки есть пределы, наверное. Я бы даже не сказала, что я готова в любую абсолютно страну поехать, если это есть какая-то опасность. То есть о своей безопасности я тоже думаю. И уж, конечно, о чем-то таком, о чем вы говорите, да, и я... Возможно, я изменю свое мнение через 5 лет, через 10 лет, если это будет возможным, такие поездки. И оно... И нельзя вернуться. Конечно, нет.
Даже если можно вернуться, я не уверена, что я хочу туда поехать раньше, чем я бы поехала в другие какие-то страны или полетела бы в какие-то другие места, где я еще не была. Так что нет. Хорошо, спасибо. Еще? Нет. Все, это последний вопрос? Да. Спасибо большое. Спасибо за вопросы, мне понравилось. Они были сложные для меня, некоторые, но это было интересно. Спасибо. Пока-пока.